Привет, народ! Так, кто живет в домах, квартирах, где пол деревянный, рано или поздно сталкивается с такой проблемой, как скрип полов. Вот видите, у меня в квартире такие вот деревянные полы. Доска сороковка. Вот здесь доска сухая уже, дому лет 20, и квартира точнее. Начали поскрипывать. Сняли линолеум, ДСП или ДВП, тонкая такая бумага, не знаю, как правильно называется. Так, вот видно здесь вот гвозди. Гвозди мы пробиваем, вот беру зубило, молоток, наставляем. Всем рекомендую пользоваться очками, потому что вот видно зубило со временем, видите, вот так начинает зубило, или как у меня так вот, не знаю как назвать, ну тоже типа зубило, дребедень это получается. Была лопатка от перфоратора, ее так сделали под зубило, тут спилили. И получается, видите, так загибается. Или от молотка, я не помню, у меня то ли вот этот скол отлетел и упал по руке. Также может куда-нибудь в любую часть тела. Пользуйтесь очками, когда так работаете зубилом и молотком. Наставляем. И вот так пошли. Все гвоздики пробили. Так, сейчас попробую приблизить. Вот видно, что они здесь утоплены в доске, потому что доску еще потом придется рубанком немножко строгать, электрорубанком. Так, после того, как это сделали, берем шуруповерт, дрель, у кого что, мне удобнее электродрелью. Рекомендую пользоваться вот такими битами. Биты очень хорошие. Вот видно марку. Так, делает Тайвань. Биты очень хорошие, но я тут с запасом взял. Квартира трехкомнатная. Так, как я говорил, доска у меня здесь сороковка используется. В качестве лак, там тоже, если не ошибаюсь, где 50-ка, где сороковка доска. Саморезы 80-ка. Так, ну продолжаем. Берем дрель, саморезик. Также вгоняем, чтобы заходило туда за подлицо где-то миллиметра на 3 по возможности. Потому что, как говорил, потом еще их надо будет доски, чтобы ровно были, а то они, получается, идут как бы волной. Надо будет рубанком строгануть. И для того, чтобы не задеть там гвозди, саморезы, надо их углублять. Так, давайте этот наведу. Вот видно, что так и пошли. Таким вот образом так, вот видно, как саморезики углублены. Все, таким образом проходим, и уже у пола уже не будет скрипа. Ну, еще один из вариантов, как выравнивать пол, покажу чуть позже, в другом видео. Все, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки. До встречи.